Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Ко Дню Святого Валентина я подготовила для вас новый проект – кошечку в форме сердечка. Наша кошечка Валентинка связана способом амигуруми. У нее имеется хвостик, ушки и даже коготки. Также кошечка может стоять на своем основании. Предлагаю вам связать ее вместе со мной. Если вам нравятся мои проекты, и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Начинаю вязать хвостик. Я делаю кольцо амигуруми и, как всегда, 6 столбиков без накида под кольцо. 3, 4, 5, 6. Во втором ряду я делаю просто по 2 петельки в каждую петлю. То есть я делаю прибавку в каждую петлю. В итоге у нас там получится в конце ряда 12 петель. В следующем ряду я делаю прибавку в каждую вторую петлю. То есть делаю одну петельку без прибавки и во вторую прибавку. И так вяжу весь ряд. Без прибавки и прибавку. Две в одну. И следующие 5 рядов я вяжу просто по прямой. С 4 по 8 ряд я вяжу 18 столбиков в каждом ряду. Просто по прямой. У нас тогда закруглится хвостик немножко. Я отметила начало ряда, чтобы нам потом не запутаться, где у нас начало ряда. Я провязала 5 рядов, и в этом ряду я делаю убавку. То есть у нас хвостик, сначала он пушистенький, а потом он немножко уходит. То есть я делаю 4 столбика по прямой. 1, 2, 3, 4. И здесь делаю убавку. То есть 5 и 6 столбик у меня убавка. Опять 4 петли и убавка. В конце ряда у нас получается 15 петель. То есть мы 3 раза убавляем. Теперь я вяжу 5 рядов по прямой. То есть так же, как я делала уже перед этим. 5 рядов по прямой. В каждом ряду 15 петелек. Я провязала 5 рядов, и сейчас постепенно буду набивать этот хвостик, чтобы потом не тянуться через всю длину. Вот таким образом. Уже кончик у нас набит. Потом еще туда будем вставлять проволочку, поэтому в дальнейшем мы там скорее ставим проволочку уже вот в эту ватку и будем набивать вокруг проволочки. Но сейчас пока мы можем и так вязать. Вот, и продолжаю убавки. В следующем ряду я
тоже делаю 3 убавки. То есть я вяжу 3 столбика с накидом без прибавки. Раз, два и 3. И теперь убавка. Опять раз, два, 3 и убавка. Поддеваю переднюю часть петельки одной, переднюю часть петельки другой, провязываю вместе и столбик без накида. После этого я вяжу опять следующие 3 ряда, я вяжу по прямой. Я провязала 3 ряда и теперь вяжу. Теперь делаю последнюю убавку в хвосте. Потом он у меня будет равномерной длины. Здесь я делаю 4 столбика. Без накида. И делаю убавку. 5 и 6. 5 и 6 я вяжу вместе. И затем опять 4 столбика и убавку. У нас в конце ряда получится 10 петелек. И потом я вяжу просто по прямой до нужной длины хвоста. Я связала хвостик. И вы помните, да, что мы набили уже как бы его конец, то есть шишечку эту. И теперь мне необходимо туда вставить проволочку. То есть я продеваю через весь хвостик и немножко вкручиваю туда, в эту вату или поролон, что у вас, синтепон, то, что у вас там есть. То есть таким образом эта проволочка там плотно сидит. И начинаю набивать вокруг проволочки просто ватой. Вот я продолжаю набивать вокруг проволочки. Я набила хвостик полностью, и теперь мне необходимо конец проволоки всунуть ему в попу, как бы в заднюю часть. То есть проворачиваю и засовываю туда. Я вставила эту проволочку полностью ему в попу и начинаю пришивать здесь по краю просто этот хвостик через край.
Вот таким образом это получается. Вот это у нас вперед. И он даже уже стоит. Как бы ему можно равновесие придать тем, что, скажем, кончик хвоста немножко вперед, назад сделать. Таким образом он будет в равновесии.